Всем привет! В этом видео расскажу о своем сварочном столе. Изначально рассматривал много вариантов, как сделать сварочный стол, но такой вариант мне показался оптимальным. Стол небольшой, 750 на 750, но мне его в принципе полностью хватает. Размер, конечно, вещь индивидуальная, если там нужно, можно и побольше его сделать, но повторюсь, как бы для моих целей такого стола вполне достаточно. Столешница резалась на лазерном станке, лист десятка. В принципе, этого достаточно, но можно было, наверное, 12 мм взять, было бы чуть получше. Отверстия каждые 100 мм. Наверное, можно это все дело и высверлить вручную, но, по-моему, долго и муторно и того не стоит. Лазерная резка на данный момент не такая дорогая. То есть столешница, если память не изменяет, где-то в районе 4000 вышла. Поверхность фрезерованная. Лист, в принципе, ровненький был, но захотелось, чтобы вообще идеально все было. Единственное, вышла небольшая накладка, то есть я большой фрезер не нашел. И лист во время фрезеровки переворачивали. И не знаю, будет видно, не будет. Вот небольшая ступенька есть. Ну, ступенька тут вообще минимальная, меньше десятки. Долго думал, как лучше реализовать систему крепления. Потом, в принципе, решил пойти по простому пути. В отверстиях с обратной стороны просто наварены гайки М16. И все, в принципе, к ним крепится. Из плюсов просто в изготовлении. И плюс потом крепеж достаточно дешевый получается. То есть можно, например, переделать струбцинки вот по такому типу. Нарезать крепежа всяческого. А так как это все крепится обычными болтами, в принципе, реализовать это все дело несложно. Единственное, тут, наверное, перестарался немножко. Можно было не 16 мм отверстия делать, а 14 или 12. Этого было бы вполне достаточно. Рама и ноги выполнены из профильной трубы 40-40 на 3. Этого, по-моему, более чем достаточно. Наверное, можно было даже 40-40 на 2 взять. Чуть полегче и чуть подешевле бы вышло. Столик в таком варианте больше 100 кг спокойно держит. Больше даже не знаю, что там поставить на него можно просто. Стол выполнен в разборном варианте. Все на болтах. На всякий случай так сделал, мало ли, его там куда-нибудь перетащить придется. Снизу вот так все выглядит. В принципе, тоже там ничего сверхъестественного, ничего сложного. Ножки реализованы тоже по-простому. То есть просто приварена гайка М12. Соответственно, ножка сама это болт М12 с приваренной шайбой. При необходимости можно поменять на колесике. Стол вышел достаточно бюджетный, даже с учетом фрезеровки, где-то в районе 15 тысяч рублей, что, по-моему, для такого стола совсем недорого. Ну, как бы, если с фрезеровкой не заморачиваться, то получится еще дешевле. В целом, я столиком очень доволен. Ну, если в следующий раз что-то такое делал, то, наверное, бы взял вместо 10-мм 12-мм лист. И то больше для самоуспокоения. То есть десятки вполне хватает. И отверстие бы делал не 16 мм, а 12 мм. Просто для экономии. Как бы там, опять же, 12 мм там вполне достаточно. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.